почти 16 миллионов автомобилей. Именно столько было продано в США в прошлом году. И угадайте, какой же тип кузова отхватил внушительную часть этого пирога? Конечно же, пикапы. Эти машины давно стали символом американской жизни. Их покупают все, от фермеров до городских служб. Путешественники используют их для перевозки автодомов, работяги, чтобы тянуть по 3 машины на прицепе, а кто-то просто загружает кузов продуктами после пятничных покупок. И среди пикапов, безусловно, есть свой босс. Форды F-Series уже многие годы удерживают вершину и не пускают туда никого. Просто вдумайтесь, в 2024 году они разошлись тиражом более 700 тысяч. И сегодня я хочу вас познакомить с машиной, которая задает стандарты и правит этим сумасшедшим рынком. Ford F-150. Всем огромный привет, давайте начинать. Давайте немного цифр, я расскажу вам, что у нас сегодня на тесте. Это Ford F-150 в комплектации Lariat, красный металлик. Двигатель 3,5 литра V6 с 2 турбинами и мощность всей этой установки 430 лошадиных сил. Неплохо, да? Это полный гибрид, Power Boost, и самое приятное в этом, что расход топлива должен быть не очень большим. По паспорту расход топлива составляет 23 мили на галлон в смешанном цикле, это примерно 10,5 литров на 100 километров. Ну и само собой подключаемый полный привод, без этого в пикапах никуда. Автомобиль, который у нас сегодня на тесте, имеет короткую колесную базу, 145 дюймов или примерно 368 сантиметров. Версия кабины у нас Super Crew, это 4 полноценные двери и стандартный кузов, но опционально он может быть как длиннее, так и короче. Также в нашей комплектации есть панорамная крыша, аудиосистема Bang & Olufsen, 14 динамиков и розетки на 7,2 киловатта. Подключить можно все что угодно, и думаю, даже зарядить Теслу получится. А поскольку этот автомобиль просто создан, чтобы ездить с прицепом, и если вы с ним ездить не умеете, то система помощи при буксировке здесь также есть. Со скучными перечислениями закончили, теперь давайте перейдем к философии. Что нужно сделать, чтобы хорошо что-то продавать? Определить потребность. Все правильно. Но мы не можем определить потребность каждого конкретного человека. Поэтому компании очень часто выбирают какие-то группы людей, под которые производят определенный товар. Итак, что же можно выбрать? Первое. Кабина. Двухдверная, четырехдверная. 3 варианта кузова: короткий, стандартный и длинный. Двигатели. И вот тут начинается вообще магия. 2,7 литра V6 турбированный EcoBoost, 3,5 литра V6 турбированный EcoBoost, 3,5 литра гибридный Power Boost, который у нас сегодня на тесте. И в наше время, когда уже трендом становятся электрички, иметь возможность купить себе новый автомобиль, 5-литровый на V8 атмосферник, вот так, как нам надо, так, как всегда было, это просто прекрасно. И учитывая, что настолько разные потребности в плане двигателей могут закрываться, естественно, продажи будут большими. Выбор — это, конечно, хорошо, но все стоит денег, а денег не всегда бывает много. И поэтому просто какой-то сумасшедший диапазон цен у Форда. XL базовая комплектация, самая простая, как барабан, от 37 тысяч долларов. Вот тратим только на дело, только для работы и ничего лишнего. А если хочется больше комфорта, премиальности, но при этом все равно оставаться на пикапе, комплектация Limited от 76 800 долларов. И туда еще пакетов всяких можно напихать, и будет очень-очень дорого. И получается, что если вы определились, что хотите себе пикап, и зашли в салон Ford, то с большой долей вероятности они смогут вам дать то, что вам нужно. Я уже снимал разгон до сотки, но у меня звук не записался. Потом вы скажете, что это монтаж, что-нибудь там не так. В общем, заново снимаю. Теперь обращение к тебе, камера. Пожалуйста, я не хочу терять 3000 долларов. Если ты упадешь, мы с тобой расстаемся. Я хочу терять вес, а не деньги. Поэтому, пожалуйста, сделай все нормально. Спасибо. Знаете, почему это очень смешно? Потому что достаточно холодно, а сегодня еще и дождь, сыро, и я снимаю разгон до 100. Это тот блогер, которого вы заслужили. Ну, мне кажется, вы нагрешили где-то в этой жизни, иначе за что вам такие испытания? Вам видно? Будем считать, что я вас услышал. Будем замерять 60 миль, а не
100 км в час, 1/10 к результату можете добавлять, и вот это будет 100% так, как оно должно быть. Будет меньше 6 секунд, даже при таком раскладе. Так, в 0 встаем, камера. Поехали. Не обманул. 5:45. Вот, 5:45. Сейчас посмотрим, как выглядит оптика на Ford F-150. Габаритные огни, ближний свет, дальний свет, поворотник, противотуманные фары. Задняя часть. Габариты, стоп-сигнал, поворотник. Я хочу вам показать, почему в Нью-Йорке не так много пикапов. Вот вы видите Fiat, и вот вы видите Ford F-150. Его кузов практически как этот белый Fiat. С парковкой могут быть проблемы. Да, они не могут быть, они будут. Экстерьер — это, конечно, субъективная вещь, и каждому нравится свое, но если вы знаете хотя бы один небрутальный пикап, напишите об этом в комментариях. Мне вот интересно, все они по умолчанию очень брутальны, и давайте посмотрим, насколько брутален Ford F-150. Еще раз хочу упомянуть, что это конструктор, и внешний вид его может сильно отличаться. Если мы возьмем базовую версию, то там совсем ничего интересного, они, наверное, только белые вообще продаются, и ничего цепляющего глаза не будет. Конкретно в нашем автомобиле красно-черное сочетание мне вообще всегда нравилось. Амкар вперед, кто понял, тот понял. Кузов из алюминия, но рама из стали. Можно поставить код, это нередкая история в американских автомобилях. Бесключевой доступ. Подножки без них никуда, но они не убираются. Защитный настил, чтобы защищать от каких-то царапин, повреждений. Он на всей площади. Розетки, от которых можно запитать практически все, что угодно. Кузов можно открывать из салона, из ключа. Подкапотное пространство. Есть какой-то изоляционный материал. Вы можете сами оценить доступность узлов в случае ремонта. Места достаточно много. Я думаю, страдать тем, что где-то не влезет какая-то отвертка, никто не будет. Решетка радиатора. Вроде бы крупные соты, и это не очень хорошо, да, нужна какая-то сетка. А она там уже есть. Изнутри очень удобно открывать машину. Вот здесь на каждой двери скрытая ручка. Сверху все хорошо. Идем ниже, тоже неплохо. Строчка ровная, тут к этому никаких претензий. Ну и к самому низу пластик попроще. Но даже здесь они какую-то другую визуальную пластиковую деталь добавили, и уже неплохо. Есть регулировка педального узла. Подогревы и вентиляция сидений. Перфорированная кожа. У водителя полностью электронные регулировки. У руля также полностью электронные регулировки. Селектор мы можем полностью убрать. Для чего? Не для того, чтобы снимать рилсы в Инстаграм, а чтобы разложить полноценное рабочее место. Ну, либо как вы хотите использовать этот столик. И еще очень хорошо, что есть подстаканники для задних пассажиров. Но когда вы перекрываете свои, сзади они как бы также для вас остаются доступными. Очень хорошая панорама. Посмотрите, какой низкий уровень остекления. Мне это очень понравилось. При том, что уровень остекления низкий, я могу положить локоть. Мне удобно. Посмотрим проекцию.
электронная приборка и очень много режимов езды. Нормальный режим, эко-режим, спорт-режим, как тягач для прицепа, для грязи и бездорожья, для песчаных дорог и для льда, снега и прочих неприятностей. 12-дюймовый дисплей. Покажу камеру. Вот сейчас смотрю, качество не очень хорошее. Возможно, потому что дождь, пасмурно. Но при этом все видно. Сам отклик дисплея очень хороший. Android Auto, Apple CarPlay. Для адептов классики сейчас визуальный оргазм. Все на физических кнопках. Но при этом все дублируется на дисплее. Вентиляция сидений, подогревы, подогрев руля. Розетка. Пробег на автомобиле чуть больше 7500 миль. Ну и состояние салона вы можете оценить сами. В моем понимании как новое, при том, что это тестовый автомобиль, на нем делали все, что только можно сделать и нельзя. Задний ряд это что-то с чем-то. Извиняюсь за кучу своих сумок здесь. Подогревы. Розетки. Очень хороший вид с панорамы тут будет. Сзади также можно за всем наблюдать и следить. Обычный стандартный подлокотник. Места просто огромное количество, даже не вижу смысла садиться показывать. Вы влезете 100%. Но помимо вот этого места для перевозки и хранения чего-либо, вы можете сделать вот так вот за 1 секунду. Ну и ту часть, естественно, также сложить. Здесь у вас будут ниши для хранения, а также огромное количество места, если ваш груз более хрустален и его нужно перевести в комфортных условиях. Удержание в полосе, предотвращение столкновений, адаптивный круиз, все здесь также есть, но я думаю, что это на сегодняшний день стандарт, и про это можно даже не упоминать. Когда первый раз садишься в F150, кажется, куда я попал, почему это такое большое, зачем это мне, и мне это не очень нравится. Это я говорю именно про тех, кто пересаживается с маленьких автомобилей, и первое время вам будет непривычно, но это первые минут 30. Вы выключите музыку, сосредоточитесь на дороге, и потом поймете, что вау, оказывается, это неплохо, это работает, и мне это нравится. Вы сидите высоко, это, соответственно, хорошая обзорность. Зеркала заднего вида, все прекрасно, в этом плане нет никаких вопросов. Конечно, стойки немного широкие, но это пикап, тут как бы так и должно быть. Нету других пикапов, у которых будут такие тоненькие стойки. Очень низкая линия остекления, обзорность реально хорошая, можно практически увидеть свое колесо переднее. Но это, конечно, не нужно, потому что есть круговой обзор. И насколько эта машина может вам помочь парковаться, настолько она помогает это делать. Обзорность настолько хорошая, что если вы приехали в Нью-Йорк и не можете найти себе какую-то красивую смотровую площадку, вот в F150 загрузились и поехали, все будет достаточно хорошо видно. Вопросов к динамике быть не может. Ни на трассе, ни в городе. Единственное, базовый двигатель может быть не так приемистый, не так хорош. А если вы что-то берете уже выше 2,5, то все точно будет хорошо. Никогда не забывайте, что вы едете все-таки на пикапе, и когда он не загружен, задняя часть может устраивать некоторые истерики при каких-то вариантах использования этого автомобиля. Даже на гибриде звук хороший. Сейчас мне адепты 5-литровых V8 напихают, но сказать это стоило, звук действительно хороший, басистый, и он достаточно приятен. На какие-то неровности на дорогах вы, я думаю, вообще не будете обращать абсолютно никакого внимания. Это для вас после покупки пикапа не проблема. Единственный момент, который здесь прямо напрашивается, вот это, мне кажется, такая ахиллесова пята Ford F-Series, это отсутствие пневмоподвески. Если бы здесь была пневмоподвеска, я просто не знаю даже, о чем еще можно было бы вообще разговаривать. Здесь где-то на экране сейчас вам высветятся QR-коды, также в описании оставляю ссылки на свой Instagram. Там иногда что-нибудь интересное помимо обзоров выходит, все естественно связано с автомобилями. И ссылку на свой Telegram. Там я загружу фотографии этого Форда в хорошем качестве. Может, кто-то хочет поставить на заставку или выложить для себя в Instagram.
Также там какие-то новости иногда обсуждаем, но пока народу там немного. Если интересно, подписывайтесь. Если нет, то пошел я в жопу со своими просьбами. Если подводить какие-то итоги, то стоит сказать, что Ford не идеален, но при этом очень хорошо сбалансирован. Есть какие-то опции, такие как пневмоподвеска, которые конкуренты предлагают, а Ford не может предложить. Но также, допустим, Ford предлагает быть мобильным генератором, и от него вы сможете запитать все, что угодно. Не уверен, что это есть у всех конкурентов, и есть ли вообще, не знаю. Получаете ли вы хороший пикап, если покупаете Ford? Да, конечно, получаете. Самое главное, какой бы вы автомобиль для себя не выбрали, важно, чтобы вам было хорошо и приятно с ним вместе. Современные пикапы не утратили того, что было у старых пикапов. Их все так же можно использовать для работы, для перевозки каких-то габаритных грузов. Но при этом сегодня в них добавился еще комфорт, какой-то визуал и очень-очень много разных опций. Естественно, потому что этого требует рынок. Надеюсь, было интересно и информативно. Давайте там не болейте, не робейте, и пусть всегда будет солнце, а не такая погода, как сегодня. Всем пока, удачи, счастья, любви, терпений.